Ну что ж, очень часто прилетают вопросы по недвижимости, именно к ролику недвижимости. Вкратце аккумулирую ответ на многие из них. Итак, самый оптимальный, проверенный способ приобретения недвижимости в Калининградской области, проверенный нашей семьей. Погнали! Перед поездкой вы ищете на сайтах съема гостиниц, хостелов, какой-нибудь себе хостел или гостиницу. Ищите на дня 3-5, не более. Затем спокойно летите в Калининградскую область или едете поездом. Прибываете, заселяетесь в хостел, высыпаетесь и включаете свой ноутбук. Не смартфон, а ноутбук. Ищите съем жилья на Авито, делая фильтрацию, просматривая объявления только собственников. Ищите однокомнатную квартиру, больше и не надо. Договариваетесь, встречаетесь, смотрите, вносите предоплату и депозит, если требует. Но он обычно размером не более одного взноса за месяц. Далее можно немного расслабиться, сходить, посмотреть местные достопримечательности, на море съездить. Но не увлекайтесь. Так вы очень быстро разбазарите все эти деньги, которые с собой привезли на покупку жилья и адаптацию. Затем снова включаете ноутбук и ищете уже продажу жилья на том же Авито. Фильтруете, смотрите только объявления от собственника. Находите, смотрите, торгуетесь. Ну и идете оформлять сделку. Все, дальше уже ваше дело, как и через кого вы будете все это делать. Но помните, что в чужом городе или области вам не обойтись без помощников. Понадобится тщательная проверка юридической чистоты объекта. Ну или вы можете сами обратиться в ЕГРП и заказать соответствующую выписку с информацией о продаваемой квартире. Да, и не забудьте при выборе квартиры изучить инфраструктуру рядом с вашей будущей жилплощадью. Наличие школ, детсадов, транспортной доступности и наличие рабочих мест в этом районе. Поверьте, добираться на работу за много километров по пробкам – то еще удовольствие. Если проверка собственников и объекта недвижимости прошла успешно, можно приступить к внимательному изучению договора купли-продажи, которые, если вы не разбираетесь в тонкостях, можно доверить своему нотариусу. Ну, если с риэлтором все понятно, то нотариус занимается исключительно сделками с вторичками. В Калининградской области просто безумное количество продаваемых квартир с долями. А того и гляди, подсунут жилплощадь с недееспособным собственником. Ну или один из хозяев сидит в тюрьме, освободится и вернется домой. Вам оно надо? Лично я настоятельно рекомендую вам, как покупателю, обратиться, найти заранее нотариуса. Вы спросите меня, чем нотариус здесь может помочь? Ну, в первую очередь, снижением рисков сделки для покупателя квартиры. Нотариус снижает вероятность признания ее недействительной. Продавцу вообще, по сути, наплевать, пойдете вы к риэлтору или нотариусу. Продавцу главное получить свои деньги, все. А там, если были проблемы, вы же будете за ним бегать. Проверяйте договор по 100 раз. Если он будет с ошибками, в проигрыше останетесь вы. Деньги вы передадите, а продавец при неправильном договоре по-прежнему будет со своей жилплощадью и с вашими деньгами. Заметьте, что большинство сделок с недвижимостью признается судом недействительными по инициативе продавца. Да-да. И напоследок, все у вас получится. Вы прекрасно справитесь без всех этих посредников и прослоек, которые спят и видят только как подсунуть вам какую-нибудь дичь, развалюху постройки начала 1900-х годов. В область приезжает очень много людей, и всегда найдутся те, которые захотят разбогатеть, немножечко разбогатеть на таких, как вы, переселенцах. Всем удачи!